Дорогие друзья, давайте сделаем с вами сегодня общий расклад на тему «Следующий шаг загаданного человека». У нас будет три позиции, первая, вторая и третья. Выбирайте свою, а может быть все три. И давайте смотреть. Итак, каким будет следующий шаг загаданного человека у первой позиции? Так, следующий шаг загаданного человека. Вы знаете, а здесь подарок или предложение? Не может определиться, как это сделать. Смотрите, здесь человек очень хочет сделать вам какой-то подарок, либо предложить что-то. Причем здесь зависит от того, какая у вас ситуация. Да? Если вы в дружеских отношениях, то это может быть предложение о том, чтобы перейти в стадию романтики. Если вы уже давно встречаетесь, это может быть предложение о совместном проживании. Но здесь есть определенные обстоятельства, да, точнее неопределенные обстоятельства, которые не позволяют сейчас вот принять какое-то решение, либо осуществить какие-то действия, поскольку человек о чем-то сожалеет об обстоятельствах, сожалеет, возможно, у кого-то финансовая нестабильность отыграется, да. С чем это связано? Давайте посмотрим. Да, здесь поиск компромиссов, преодоление трудностей. Здесь хочет человек быть к вам ближе. Смотрите, у кого отыгрывалась ссора, у того однозначно будет примирение. О ссоре человек сожалеет и хочет примирения. В любом случае хочет найти с вами общие точки соприкосновения, договориться о том, что для него важно. Но здесь, опять же, есть трудности, которые нужно преодолеть. И человек здесь настроен на преодоление этих трудностей, просто пока не совсем представляет, как это сделать, потому что пентакли – это у нас достаточно такая медленная масть, здесь может человек долго собираться. Но вы знаете, соберется, потому что здесь прям любовь. Здесь вы дороги ему. Другое дело, что может эту любовь проявлять несколько, знаете, вот по-пажовски, да. Вроде бы и выходит он королем жезлов, который хочет двигаться вперед. Вроде бы и любит, причем любовь здесь прям туз кубков. Это самый лучший вариант, который только может быть в отношении любви. Но проявлять эту любовь может как-то не так, да. Может быть просто скрытный достаточно человек, может быть ему это не свойственно. Те, кто на расстоянии, у того человек однозначно приедет. Здесь будет движение вперед, и те обстоятельства, которые являлись преградой, они будут разрушены. Здесь вот какая-то неопределенность, она все-таки будет здесь устранена. Но такое ощущение, что... Сейчас, секунду. Такое ощущение, что какая-то неопределенность будет устранена, но завеса тайны все-таки немножечко останется. Однозначно здесь человек будет делать шаги навстречу. Возможно, предложит вам какую-то свою помощь, либо попросит вас о помощи, потому что здесь ему важно вот это вот взаимодействие между вами, здесь ему важно развитие ваших отношений. У кого-то отыграется взаимодействие по работе, да, допустим, вы либо коллеги, либо, допустим, парикмахер-клиент, доктор и пациент. Здесь вот такие деловые отношения могут отыграться, когда человек действительно хочет их развивать и выводить на новый уровень, в нужное такое русло. Смотрите, те, у кого были какие-то неопределенности в плане третьих лиц, здесь вот эти третьи лица канут в лету, так скажем. Здесь они отсеются, отвалятся. Нет, здесь по первой позиции однозначно движение вперед. И те преграды, давайте уточним, что здесь разрушается.
Здесь, скорее всего, да, смотрите, если ваши отношения имели какой-то тайный формат, если были треугольники, какие-то недосказанности, либо те отношения, о которых нельзя говорить третьим лицам, да, вот держали вы это в секрете, то здесь вот эта завеса тайны, она все-таки, знаете, будет приоткрыта. Здесь разрушится вот эта вот неопределенность и более такой четкий формат. Вы выходите на новый уровень. Здесь однозначно будет новый уровень ваших отношений. Какая-то неопределенность, какие-то тайны, они уйдут. Здесь появятся более четкие такие рамки, более четкий формат ваших отношений, когда вы уже можете друг от друга что-то потребовать. И здесь человек однозначно на это настроен, будет делать шаги, будет активно проявлять себя, но, возможно, какой-то период времени ему для этого потребуется, возможно, долго он просто собирается из-за того, что какие-то моменты не совсем представляет он, как сейчас решить. Благодарю вас, первая позиция. Идем к двоечкам. Каков будет следующий шаг загаданного человека под номером 2? Двоечки. Так, каков будет следующий шаг? Выбирать будет. Здесь, скорее всего, двоечек треугольник. Здесь и тройка кубков, и карта влюбленные. И не поймет человек, что ему делать. А почему не поймет? Потому что тяжело ему сделать выбор. Здесь нужно, знаете, для того, чтобы сделать этот выбор, нужно преодолеть какие-то препятствия, нужно идти во что-то новое. А здесь не готов, дурак. Да, шут, дурак, это ребячество. Не совсем он готов идти во что-то новое, не совсем готов выбирать и не готов он к трудностям. Он уходит, возможно, от чувств, возможно, будет сейчас отдаляться, отстраняться, да, закрываться, потому что не готов. Здесь вот именно ребячество, безответственность. И он как будто бы, знаете, будет ждать вот этого шанса для того, чтобы все разрешилось наилучшим способом. Но у человека очень много страхов. У человека очень много сожалений по поводу того, что сейчас происходит. И поэтому вот он стоит, понимает, что нужно сделать этот выбор, но сделать его он не готов. И такое ощущение, что ему идут шансы на перемены, идут шансы для того, чтобы сделать выбор, а он их упускает. Он не идет в эту трансформацию. Он хочет оставить отношения вот в том формате, да, тайных. То есть он и с одной... Здесь две женщины у мужчины. Здесь он хочет и формат тайных отношений сохранить и сохранить те постоянные, в которых он сейчас находится. Здесь и туда, и сюда, и нашим, и вашим спляшем называется. Ему нужна помощь для того, чтобы он сумел принять решение, потому что самостоятельно, вы знаете, здесь вот инфантильность отыгрывается, здесь идет неготовность человека вот этот выбор осуществить. Такое ощущение, что борется с окружающей действительностью. И вот просто оставил ситуацию, пусть разрулится все само. Либо вы все за меня решите, либо пусть оно само все решится, но я ничего делать не буду. Здесь он хочет оставаться вот в формате неопределенности, потому что ему так, судя по всему, хорошо. Да, он хочет сохранить позицию и супруга, да, позицию в постоянных отношениях, и он хочет сохранить еще и формат отношений легких, любовных. Здесь хочет усидеть на двух стульях, потому что, во-первых, чувства есть, как ни крути, здесь человек хоть не готов, хоть он инфантилен, но здесь вы ему дороги, причем дороги вот именно
по тузу кубков. Здесь вот прям такие сильные чувства, здесь хорошие чувства. Но опять же незрелость и неопределенность. Достаточно сложно ему сейчас. Внутренние конфликты у него, внутренняя какая-то борьба. Но здесь, знаете, эта борьба, она больше обусловлена его эгоизмом. То есть, да, он любит вас, вы ему дороги, но еще он очень любит себя. И многие моменты он просто, вот вы знаете, будет стараться обходить. Вот пока ситуация идет таким образом, пока у меня получается сидеть на двух стульях, я буду сидеть на двух стульях. Пока у меня получается быть и там, я буду и там, но выбор делать я не буду. Вы либо сами за меня все решите, либо оно само пусть все решится. Конечно, он ждет, чтобы за него королева Пентаклей все решила. Он ждет, чтобы все за него решила супруга. Если смотрит супруга, то, соответственно, супруга пусть решает. Если смотрит любовница, то знаете, что он ждет действий от супруги. Он ждет, он находится в ожидании, он старается получить максимум того, что можно. Смотрите. Здесь все будет по правосудию, по справедливости. Тот, кто в законном браке, он в законном браке и останется. Здесь человек не готов делать выбор пока. Но по тройке мечей треугольник ваш он хочет сохранить. Он хочет, понимаете, быть и там, и там. Поэтому человек понимает, что ему нужно делать выбор. Но действий, связанных с этим выбором, от него пока не ждите. Он пока включил такого вот ребеночка. Вы все за меня решаете, а я пока понаслаждаюсь тем, что у меня сейчас есть. Понаслаждаюсь тем, что я могу получить. Благодарю вас, двоечки. Но здесь человеку вы дороги. Здесь действительно есть любовь, любовь эгоистичная, любовь такая вот нарциссичная, да, но чувство здесь есть. Итак, третья позиция. Какой же следующий шаг загаданного вами человека? Что будет делать он? Что же будет делать третий товарищ? Так, смотрите, но здесь, скорее всего, были какие-то трудности в отношениях, были проблемы, и человек будет проявлять себя достаточно солидно, да, он будет стараться эти проблемы решить, оказать вам помощь, поддержку, возможно, даже финансовую, будет стараться найти с вами компромиссы. Он хочет развития отношений, он хочет оставить все в прошлом, да, проблемы он будет решать. Здесь идет вперед, настроен очень решительно, причем настроен положительно, позитивно. Он не оставит, не бросит дело на полпути, он доведет все до конца. И он опять же настроен на то, чтобы все было хорошо. Очень хочет нового этапа. Очень хочет новый виток отношений ваших. Очень хочет идти в новое. Терпеливо ждет. Но здесь, знаете, очень такой разумный, рациональный подход. Здесь не с бухты-барахты он будет действовать. А да, он будет идти вперед. Посмотрите, все короли собрались, да, все качества, которые только можно, человек в себе собрал. Здесь он хочет стремиться к цели, но он не будет пороть горячку. Он будет очень спокойно, размеренно двигаться к той цели, которая ему нужна. Он строит на вас далеко идущие планы, но он не бежит вперед паровоза, он не выпрыгивает из штанов, он умеет наслаждаться моментом, он умеет подождать, насладившись тем, что есть. Однозначно будет движение вперед, будет развитие, будет вкладываться в ваши отношения. Но здесь очень все размеренно и постепенно. Да, здесь медленный рыцарь Пентаклей, но достаточно решительный. Вот пока он идет, да, медленно, он отсекает все преграды, он действительно работает над отношениями. Здесь вот, вы знаете, как по кирпичику складывается дом, да, если наспех что-то делать, то
ничего хорошего не получится. А он вот именно основательно и планомерно идет к своей цели. Да, именно умеренность. Здесь достаточно медленное развитие, но очень хорошее. Здесь всецело вы можете на своего человека положиться. Он делает все для того, чтобы создать прочный, хороший фундамент ваших отношений, для того, чтобы вы все остались довольны. Пусть это будет не быстро, но это будет основательно. Здесь будет трансформация в законные, в стабильные отношения, брак, любовь, рождение детей. Очень часто вспоминает те моменты, которые у вас были в самом начале. Хочется ему вот этого конфетного букетного периода романтики. Поэтому третья позиция самая, наверное, лучшая из сегодняшних. Потому как здесь человек настроен очень серьезно, очень стабильно. Смотрите. Если была какая-то соперница у вас, да, если вот имела влияние какая-то женская фигура, то уйдет это влияние, здесь абсолютно его не будет, да, здесь вот могла вот эти трудности создавать вот эта вот барышня. Это может быть не соперница, это может быть просто там родственница, да, знакомая, которая лапшу на уши вешает и какие-то создает помехи, так скажем. Из-за нее могли возникать какие-то ссоры, недопонимания, да. Вот она, Верховная Жрица. Причем, знаете, здесь очень может быть связанная с астрологией, с тарологией, с чем-то таким, с эзотерикой. Но вы знаете, в конечном итоге я вам могу сказать, что эта барышня, какие бы цели она ни преследовала, она сослужила вам хорошую службу, потому что через вот эти трудности человек понял, осознал свои ошибки, понял, что никого слушать не нужно, нужно самому принимать решения. И да, здесь опять же страшный суд, перемены, здесь борьба, понял, что за отношения нужно бороться. И, да, и будет он это делать, семья вас ждет. Поэтому троечки, поздравляю, самая позитивная, самая солнечная такая позиция. Благодарю всех за просмотр. Буду рада вашим лайкам, подпискам и комментариям. Нажимайте все, что можно, пальцы вверх, подписки, колокольчики. Очень благодарна буду вам за обратную связь. Благодарю всех и до встречи в новых видео.